Долина привидений. Туристов всегда поражал горный Крым. Долина привидений вблизи Алушты – одно из главных природных чудес полуострова. Она просто заслуживает самых лучших отзывов и слов восхищения. До сих пор не верите? Тогда смотрите это видео об уникальной памятке природы. Крымский полуостров – это не только место, насыщенное шикарными курортами, отелями на побережье Черного моря. Этот уголок планеты, который удивляет и восхищает своими горными ландшафтами, красивейшими пейзажами, расположенными как на берегу, так и в глубине полуострова. В числе важных достопримечательностей – долина привидений в Алуште. Крым очень насыщен своими достопримечательностями. На всем его протяжении можно встретить места, окутанные сказками и мистическими историями, которые уходят далеко вглубь веков. Одно из них имеет очень интригующее название – «Долина привидений», которая привлекает и вызывает интерес среди туристов как царство гигантских фигур. Найти этот прекрасный природный уголок можно вблизи Алушты, на склоне горы Демирджи. Гора Демирджи, еще одно ее название Кузнец-гора, это один из уникальнейших памятников природы и остается, несомненно, одним из самых популярных туристических объектов. На склоне в средние века располагалась крепость Фуна. Именно мимо нее сейчас проходит тропа экскурсионного маршрута в долину привидений, долину с потрясающим и необычным ландшафтом. Это живописное место с зарослями ежевики, шиповника и боярышника. Плодовые деревья уже одичали. Это лишь подтверждение того, что здесь тысячелетиями жили люди и покинули место только после Ялтинского землетрясения в 1927 году. Находится долина привидений на западном склоне горы и представляет собой ошеломляющую картину. Никаких скульпторов и архитекторов, только ветер, вода и время создали это место. Многочисленные поклонники пейзажев, фотографы, художники приезжают сюда со всего мира, чтобы отобразить все красоты и таинственность местности в своих творениях. На склоне горы выстроились причудливые скульптуры из камня. Это фигуры мистических образов, людей, животных и просто каких-либо предметов. Игра света и теней делает свое дело, превращая одну фигуру в другую, один образ в другой. Ссылаясь на географическую справку, территория долины составляет 20 гектар, является частью заповедной территории урочища Демирджи и находится под охраной, как геологический памятник природы общегосударственного значения. Всего в долине более сотни каменных изваяний и фигур. Проезжая по трассе Симферополь-Алушта, можно увидеть каменную фигуру, имеющую образ женского бюста. Туристы дали название этой скале Екатерина II в честь российской императрицы. Хотя стопроцентного сходства не найти, но в общих чертах можно и так сказать. Столб-великан вырывается ввысь высотой 25 метров и в обхвате диаметром 5 метров восхищает своей мощью. Эту каменную глыбу обрамляют более мелкие, как сказать мелкие, столбы высотой 10-20 метров. Если смотреть на эти столбы, они напоминают чертовы пальцы. Вся причудливость форм – это результат многовекового труда матушки природы. Землетрясения вытесняли вверх или опускали вниз фигуры. Раскалывали скалы на более мелкие каменные глыбы. Осадки, солнце, ветер придали им архитектурный изыск и ценность. Сама природа придумывала эти причудливые формы. Общий возраст пород от 800 миллионов до 1,1 миллиарда лет. Объем горного хаоса составляет 4 миллиона кубических метров. Большой интерес вызывает горная порода и у научного мира, так как это древнейшие породы. Растительность и фауна долины тоже очень интересна. Видимо, мистическое место и должно быть таким, интересным и захватывающим по всем сферам. Флора и фауна насчитывает около 1000 разновидностей своих представителей. Привлекает туристов в долину не только мистическая сила притяжения, но и необыкновенная красота природы. Начинается подъем в долину, как уже говорилось, с руин средневековой крепости. Когда-то давно крепость Фуна возвышалась над всей долиной, защищая единственную дорогу вглубь полуострова. Это был популярный торговый путь из Гарзувита, нынешнего Гурзуфа и Алустона, Алушты, в горный и степной Крым. Сейчас остались лишь живописные развалины. Экспозиция очень интересная. Сама крепость, костюмы и арбалеты рыцарей.
катапульта, приспособления и орудия труда средневековых ремесленников. Сувенирная лавка у музея предлагает копии средневековой посуды. Кстати, здесь были найдены клады, в том числе золотые. Сейчас все это хранится в Симферополе в Центральном музее Тавриды в Золотой кладовой. Дойдя до площадки, видны Алушта и маленький кусочек моря. Многие туристы ограничиваются этим зрелищем, ведь дальше придется идти пешком, но оно этого стоит. Кто был рядом с долиной и не видел ее, значит потерял очень многое. В начале подъема есть родник с чистейшей водой. Чем дальше поднимается, тем более захватывает вид. Одичавшие заросли с гроздьями спелых плодов. Это дикие яблони и груши, грецкие орехи, а также циклопических размеров черешни. Сменяются другими пейзажами и красотами. Проходя все выше и выше, нашему взору открывается каменное царство, населенное сказочными жителями. Чудесной работой мастера по имени Природа можно любоваться бесконечно долго. Кроме красивых геологических образований, в этой местности можно увидеть реликтовые леса, состоящие из сосны крымской и тиса. На самом деле, долину можно сравнить с миром Аватара. Уникальными силами сосны вонзаются своими корнями в камни прямо на склонах. Туристы, как правило, приезжают сюда на несколько часов, ведь весь эффект каменных скульптур заключается в игре света. Долина привидений напоминает необыкновенный театр, так как при смене света и от зависимости времени суток фигуры начинают оживать. Они меняют свои очертания, цвет и, кажется, даже форму. Говорят, что сколько в сутках часов, столько цветов в долине. Также имеет значение, под каким углом смотреть на фигуры. Человеческая фантазия превращает их в гномов, сфинксов, тигров, львов, ангелов и демонов. Интересен тот факт, что практически каждая статуя имеет свое имя. Самую большую называют великаном. И еще есть пирамида, кузнец и Мария. Опытные туристы же предупреждают, что гулять надо на некотором расстоянии от фигур. Природные ресурсы не исчерпали себя, и постоянно происходит корректировка фигур. Под влиянием ветра и влаги они изменяются буквально на глазах. Есть еще вариант. Название «Долина привидений» появилось не из-за причудливых форм скал, а из-за того, что в ветреную погоду кажется, что кричат призраки из фильмов ужасов, поэтому очень страшно. Когда же ветра нет, то остается только догадываться, где же лик Екатерины II, а где великан. Также многие местные жители утверждают, что среди камней ходят духи умерших рабов, Марии, самого кузнеца во время встряски горы, а также защитников крепости. И когда встаешь на тропу, ведущую в долину, чувствуешь трепет и ощущение, что кто-то рядом. А в самой долине есть мистический камень. Дойдя до этого камня, тропа резко заканчивается, и, казалось, единственный путь — это обойти камень слева. Но там тупик, и только постояв некоторое время, начинаешь анализировать и рассуждать здраво, что путь и продолжение тропы вправо. Это мистика или нет, но доходя до этого камня, люди все до одного реагируют и ведут себя одинаково. Любители аномальных зон здесь бывают из-за наличия так называемых мест силы. Кроме того, тут часто слышат голоса и видят привидений. Сами местные жители стараются обходить это место. С долиной привидений связан ряд легенд. Одна из них связана с древним названием, которое подарили греки. Они называли эту гору Фуна, что означает «дымящийся». Название географического объекта впоследствии изменилось на крымско-татарское Демирджи – кузнец. Согласно другой из них, давным-давно Крым завоевали кочевники и построили на самой вершине горы Демирджи большую кузницу. Естественно, там ковалось оружие для захватчиков, и трудились там рабы и пленники. Жар от кузницы исходил настолько сильный, что засыхали деревья с плодами, ручьи и многочисленные источники. Очень юная девушка по имени Мария набралась смелости, поднялась к кузнице и стала просить злого кузнеца закончить работы и уйти с горы. Кузнец же не стал слушать и убил девушку, пронзив ее мечом. После этого духи горы затрясли гору, и все злодеи-кочевники превратились в глыбы из камня. Окаменела и прекрасная девушка. Скалу с ее профилем и сейчас можно увидеть в долине привидений. Несмотря на эту грустную историю, это одно из самых красивых мест в Крыму и Европе.
Есть такое поверье, что если пойти в долину привидений и забраться на самую гору Демирджи и посмотреть вниз с обрыва, то можно увидеть на облаках свое отражение с нимбом вокруг головы. С высоты кажется, что это какой-то великан смотрит на тебя. В долине есть и другие интересные места. Например, шапка Мономаха, ущелье ведьм, водопад Джур-Джур. С долиной привидений связаны не только экскурсии и походы. Например, кино. Именно там велись съемки всеми нами любимого фильма «Кавказская пленница». Во время экскурсии на вашем пути возникнет камень, на котором юная Нина пела Шурику песню о медведях. Этот камень находится недалеко от входа в долину. Также растет ореховое дерево, с которого упал балбес, герой этой же комедии. Он так и называется – «Орех Никулина». А если вспомнить фильм «Спорт Лото 82», там герои даже идут по трассам экскурсий в долину. Даже стоит деревянная арка на входе, правда с измененным названием. В долине снимались сцены и фильмы «Сердца трех» 1992 по одноименному произведению Джека Лондона. Благодаря современной цивилизации поход в долину не опасен. Тропы проложены удобно, спуски и подъемы несложные. Есть момент пути, когда путешествие можно проводить верхом на лошадях, квадроциклах. Но согласитесь, никакая цивилизация не должна отвлекать нас от природы и ее красот. Самый оптимальный вариант – заказать экскурсию и пройтись, пешком наслаждаясь даром природы.